Вот наш огород. Дорожки засыпаны опилками. Тут, конечно, трава не полотая у меня. Но мы потратили 2 дня, чтобы привезти опилки с ближайшей пилорамы. И засыпали дорожки по методу, увиденному в интернете. Раньше я просто засыпала дорожки. Полола их предварительно и засыпала их опилками. В этот раз подсмотрела в интернете, что надо перед тем, как сыпать опилками, вот у меня здесь, видите, край газеты, застелить мокрыми газетами несколько слоев дорожки. Ну, мы так и сделали. Вот посмотрим, насколько их хватит. Обычно, если просто засыпаешь опилками, через год уже трава прорастает через опилки. И, в принципе, по краям уже ее много выходит, сорной травы. Приходится как-то выдергивать ее. Ну, посмотрим, насколько хватит вот этого метода. Здесь вот тоже у нас с газетами засланными. Вот. Еще расскажу вам об одном способе, которым я выравнивала свой огород. Вот этот участок, вот где вот стоит вот эта вот теплица, здесь самое высокое место было. Ну и сейчас еще видно, что оно самое высокое, вот тут идет на склон. Я выравнивала таким методом. То есть вот намечала грядку, где пройдет дорожку. Вот делала, допустим, вот эту грядку. А вот эту дорожку, которая вот за ней следом, я в ней прокапывала траншею. И эту землю с траншеи, то есть вот с дорожки, плодородную, снимала и перекидывала на следующую нижележащую грядку. Грядка получалась по уровню вместе с этой, на одном уровне практически. Потом, значит, следующую дорожку перекидывала опять на нижнюю грядку землю. А в траншеи получались глубиной сантиметров 40. Засыпала опилки. Вот, и все лето там не росло ни травы, ни сорняков никаких, ничего не было. И было ходить очень приятно и мягко. И таким образом я выровняла постепенно огород. Опилки перепревали, превращались в гумус. За одним разрыхляли почву. Но их надо для того, чтобы они превратились в гумус, поливать время от времени мочевиной. Тогда они превращаются, перепревают и становятся как бы удобрением. И на этом участке то же самое проделывали. Но теперь вот уже как бы копать уже некуда больше. Надо подсыпать вот эти грядки плодородной землей. Что мы сделали вот на тех грядках. Там подсыпали перегноя. Несколько тележек привезли. И здесь тоже вот. Ну, здесь росли тюльпаны, поэтому они ниже оказались, эти грядочки, 3 штуки. Ну, на следующий год, Бог даст, мы подсыпем. Если тюльпаны уберем отсюда, многолетники, тоже будем подсыпать. Вот, ну а дорожки вот засыпаем опилками. И трава не растет, и ходить мягко, и не скользко после полива, после дождя. Очень удобно. Попробуйте. А я вам расскажу о своем эксперименте на следующий год, если будет возможность. Но не должно быть сорняков, а то каждый день надо ходить с тяпкой, полоть сорняки.